Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Это первое, что я готовлю из молодой капусты. Очень простое, полезное и вкусное блюдо. Начнем. Поехали. Качан капусты нужно нарезать на кружочки. Многие их называют стейки, но я все же называю их кружочки. Такой хорошей толщины. Примерно сколько здесь? Чуть больше сантиметра. Да, ну вот так вот, друзья. Сколько получится. О, а это кусочек оставлю на салатик сделаю. Беру форму, разрежу кусочки пополам, чтобы больше вошло. И сюда. Это даже вот так можно. Кому-то повезет. Интересно, кому? Мне, конечно же. Все лучшее маме. Согласен. Еще один поместим обязательно. Потому что это вкусно. Как на завтрак, так и на ужин, на обед. Это просто, друзья, вкусно. Капусту присаливаю. Так, щедренько. Черный молотый перчик. Посыплю сушеными помидорами. Уже как красиво. Только хотела сказать, Сережка, ты читаешь мои мысли. Красиво и вкусно будет. Сейчас беру растительное масло и смазываю сверху. Так, щедренько. И все же без фанатизма. Блюдо должно получиться полезным и диетическим. Я очень хорошо, кстати, чувствую себя после него, потому что оно легкое, и в нем много клетчатки. Это отставляю в сторонку и займусь начинкой. Для начинки мне понадобится граммов 400-500 фарша. Беру такой жирненький, у меня свиной. Лук. Буду использовать в этот раз зеленый. Нарезаю. Перекладываю лук к фаршу. Беру 2 небольших помидора и нарезаю на мелкий кубик. Сюда же, со всеми соками. Осталось добавить специи. Конечно же, соль по вкусу, немного сушеного чеснока, черный молотый. Перец. Да, говори, побольше. Побольше, конечно, побольше. Это разгоняет вкус. И улучшает пищеварение, друзья. Также у меня застоялся в холодильнике один ингредиент – сливки. Собирала с домашнего молока. Если нету, можно не добавлять. Но я добавлю, потому что мне их и выбросить жалко, и есть их уже никто не хочет. У меня здесь буквально столовая ложка. Осталось это дело все хорошо перемешать. Я это буду делать с помощью рук. Мне так удобнее всего. Готово. Дам настояться буквально 10 минут, а я пока включу духовку, пусть нагреется до 200 градусов. Когда духовка нагрелась, беру капусту и выкладываю на нее начинку. Начинка получилась сочная, пропитает капусту и получится, друзья, очень-очень вкусно. Ух, прям я сегодня женщина щедрая. Ну так от души. Все, можно отправлять в духовку. 200 градусов, 40-50 минут. Друзья, у меня осталось немножко начинки. Не хочется мне ее назад прятать в холодильник или что-то с ней выдумывать. Знаю один простой и вкусный рецепт. На перекус или в дорогу, на работу, просто пальчики оближешь. Для этого сковородку на огонь, немного растительного масла, совсем чуть-чуть, просто смазала ее. Вот, все, пусть хорошо нагреется. Я беру хлеб, может быть любым, у меня такой, довольно уже не свежий. Нарезаю на кусочки. Уже понял, что сейчас будет? Ну, типа котлет. Сережка, сейчас будут вкуснейшие горячие бутерброды. 2-3 минутки и все готово. Беру кусочек хлеба и сверху накладываю фарш, прижимая его, чтобы он хорошо держался. Это прям полезная еда. Как это? Ложку дегтя в бочку, друзья, добавлю к диетическому блюду. Когда сковорода хорошо нагрелась, выкладываю бутербродики фаршем вниз. Оп. Ух, как запахло сразу. Конечно, мясо пахнет. Угу. Беляшами запахло, да? Сейчас снижаю нагрев до минимума и обжариваю 3, 4, 5 минут. Буду ориентироваться по внешнему виду. А я тарелку готовлю. Как же это вкусно пахнет, друзья. Такое впечатление, что мы беляши жарим, а не бутерброды. Друзья, наверное, прошло около 5-7 минут. Я думаю, уже все прекрасно у нас здесь прожарилось. Слой-то тоненький. Опа.
Посмотрите, какая красота. Вообще класс. Все, выкладываю на тарелку. Со второй стороны никогда не обжариваю. Румяные, красивые и вкусные. Посмотрите, какая красота за какие-то 5-10 минут. Ставьте лайки, друзья, за такую простую идею. А мы дадим немножко остыть. И, Сережка, попьем чай с тобой, перекусим. А то, что в духовке. Ну, это еще 40 минут. А я хочу уже. Ну, тогда давай завтракать. Да. Ой, друзья, еле дождалась, чтобы немножко остыло. Очень вкусно. По вкусу напоминает беляша. Всем приятного аппетита. И я съем еще. Так у тебя один есть в руках. А я 2 хочу. Ты, наверное, голодная. Это просто вкусно. Приятного тебе аппетита. Благодарю. Капуста еще там есть. И капусту съем, не волнуйся. Я ем и стройнею. Окей. Наелась бутербродов и хочу еще сверху добавить капустный стейк вкусный. Смотрим. Прошло 45 минут. Вот что у нас получилось. Оп. Смотрите, какая красота. А пахнет так вкусно. Немножко остыло. Можно взять свой кусочек, тот, который я для себя любимой делала, на тарелочку. Капуста прекрасно приготовилась, посмотрите. Как же я люблю это блюдо. Легкое, готовится быстро. Все такое сочное. И гарнир, и основное, все в одной тарелке. Знаешь, как я люблю его еще? Как? Друзья, со сметаной. Любой сметанки сюда. И тогда по вкусу это стопроцентные голубцы. Бутерброды у нас были беляшами, а это стопроцентные голубцы. И в рот. Приятного тебе аппетита. Благодарю. Во. Это вкусно. Конечно, конечно, пока все не съем, не успокоюсь. Ванечка, а мне попробовать? Хочешь? Дам, друзья, это правда вкусно. Ну, а для начала я пожелаю всем мир вашему дому, счастья, благополучия семье. Да. Думайте о мире, и мир к вам, счастье, благополучие само придет. О чем думаешь, то и происходит. 100% мысли материальны. Открывай рот. А? Мечтал сегодня попробовать такую вкусняшку съесть? Ну как тебе? Анька, это реально вкусно. Скажи. Даже лучше, чем голубцы. Ну, это со свежей капустой вообще прикольно получилось. Да. Так Начинка? что я беру твою тарелку и пошел кушать. Пожалуйста. Всё. А всем счастья, мира и добра. Да. И вкусной простой еды. Друзья, начинка сверху может быть абсолютно с любого мяса. Мгм. Это просто вкусно и даже немножко полезно. А ты говори. У меня научился. Так вкусно же как. Вкусно, вкусно. У нас еще 2 бутербродика осталось. Угу. И бутербродик. Вот сегодня мясо с тобой наедимся, да? Благодарю тебя, солнышко, за твои вкусняшки. Пожалуйста, ты же знаешь, я И люблю тебя. благодарю обнимать. Господа, что ты живешь со мной. Приятно. Благодарю. Все, давай обедать.